На днях во время презентации State of Play компания Excel Games объявила о смене названия MMORPG Arcade 2. Да, теперь все это дело будет обзываться Arcade Chronicles, что, на мой взгляд, более соответствует действительности. Вместе с тем разработчики опубликовали новый трейлер и раскрыли некоторое количество подробностей об игре. Что ж, мимо такого мы точно проходить не собираемся, поэтому давайте разбираться. Не забываем подписываться на канал, напоминаю, это лучший способ поддержать нас как контент-мейкеров. Также довожу до вашего сведения, если вы не в курсе, что ролики с Гоха Медиа теперь дублируются в нашем ВК, ссылку можно найти в описании. Ну и еще крайне рекомендую обратить внимание на мой Телеграм, там есть чатик, где мы непосредственно общаемся, есть самые свежие новости жанра MMORPG с моими комментариями, а с недавних пор я туда еще и перезаливаю видео с Гоха Медиа. Меня зовут Мадлер, это портал Гоха.ру, и мы начинаем. Итак, для начала, разумеется, ознакомимся с трейлером, который недавно показали. Необходимо, разумеется, учитывать то, что этот трейлер, он снимался под консоли, но в любом случае. Короче, давайте посмотрим. Что-то там про геймплей кто-то вроде писал, где-то я читал, но вообще это просто анонс-трейлер, тут геймплея как такового, ну, его условно можно, конечно же, назвать геймплеем, но в целом это не геймплей. Окей, погнали, давайте посмотрим, тут есть о чем поговорить. Тут, насколько я понимаю, русские субтитры я поставил, да, я поставил субтитры, хорошо. Итак, каково было узнать правду? Здесь идет, я так полагаю, сюжетная затравочка, потому что в Arcade уже вот, которая Chronicle, я так подозреваю, тут будет прям достаточно сильная сюжетная составляющая. Ну, еще бы игра-то на консолях выходит. Как они еще ARPG не назвали. Так. Как вот, ну, типа геймплей, вот то, о чем я говорил, да, там интерфейсов никаких нету, мы просто видим какие-то пререндеренные сцены, где кто-то где-то бегает. Однако я все еще не доверяю вам. Как это пережить, я не знаю. Выглядит прикольно. Вид абсолютно консольный. Я понимаю, эта презентация снималась для консолей. Но и так, в общем-то, вид абсолютно консольный. То есть, ну, вы сами, наверное, понимаете это. Боевая система нам демонстрирует боевую систему. Классы, опять же, различные. Боевая система, насколько я помню, non-target. Со всякими уворотами, с цепочками умений, достаточно экшонистая, все это будет весело и задорно. Боссы, опять же, кооперативный фарм этих боссов, может быть, рейды какие-то они тут придумают, данжи вроде как должны быть. Ну и еще раз, сюжетная составляющая. Ох, сюжетная составляющая в MMORPG, вы знаете, наверное, как я к этому отношусь. Arcade Chronicles. Возможно, ты станешь одним из нас. И вот это, наверное, единственное, за что я по-настоящему благодарен Excel Games. Я им благодарен за то, что они перестали называть вот этот вот, ну вот это вот Arcade 2 и переименовали в Arcade Chronicles. Потому что, ну, объективно, вот эта вот поделка, с учетом тех, скажем так, нововведений в кавычках, которые Excel Games внедрила в игру, не имеет фактически никакого отношения, кроме, может быть, лорного, какие-то там внутренние взаимосвязи, исторически, к непосредственно оригинальной Арчаге. То есть это идейно совершенно разные игры для разных аудиторий. Давайте с этим разбираться. Я не буду грузить вас подробностями относительно Arcade 2. У нас на канале выходило достаточное количество роликов на этот счет. Напомню лишь про преснопамятный 5 Unreal, non-target боевую систему, изначальный континент, который обещают сделать в 2 раза больше, квестовую составляющую, которая позволит игрокам выполнять задания в том порядке, который им больше нравится. Более проработанный и глубокий контент по сравнению с оригинальной игрой. Да, контента будет меньше, но он будет, что называется, глубже. Улучшенная система торговли, доработанная функция жилья, возможность создавать собственные города и вот это все. При этом вот это все называют полноценной MMORPG для ПК и консолей. Но нас здесь интересует несколько другой момент. В прошлом году, отвечая на вопросы после финансового отчета за второй квартал 2023 года, представитель Kakao Games поделился некоторыми подробностями разработки Arcade 2. И подробности эти вызвали, скажем так, не самую однозначную реакцию кор-аудитории оригинальной Arcade. Давайте вспомним, за что мы любим старую добрую Арчагу, что позволило этой MMORPG просуществовать так долго. На Западе ее, да, прикрыли относительно недавно, но тоже достаточно долго она там просуществовала, причем прикрыли не в последнюю очередь из-за ошибок самого издателя, если что. Так вот, за что мы любим Арчагу? Разумеется, за ПВП, за фракционное ПВП, вообще за любое ПВП, потому что это что правильно? ПВП-ориентированное MMORPG, коих не так уж много на рыночке. Что сообщил нам представитель Kakao Games? Ну, то, что
что, в общем-то, знаете ли, это фракционное PvP противостояние может быть не так уж и важно. Вот сюжетная ориентированность, вот ориентированность на соло игрока, на соло прохождение, да, проработанная торговая система, да, проработанная система домовладения, но вы же понимаете, западная аудитория больше любит динамичные многопользовательские игры, консольные игры. Соответственно, вот сюда мы и будем двигать наш проект. Зачем в этом случае брать франшизу Arcade с таким PvP-шлейфом? Лично мне непонятно. Еще бы, блин, ее ARPG назвали. Ну а почему нет? Кто-то же может. Ну а групповой контент в игре якобы все-таки будет. Правда, сосредоточится он на небольших конст-пати и гильдиях. Что-то вроде групповых подземелий, например. Итак, что же нам сообщили теперь вместе с переименованием проекта и выпуском нового трейлера? Действие Arcade Chronicles разворачивается в эпоху первопроходцев, когда забытая земля Аврора была вновь открыта, привлекая множество искателей приключений. Игрокам предстоит отправиться в путешествие по древним руинам, исследовать загадочные происшествия, такие как катастрофа дирижабля, и разобраться в интригах, связанных с таинственным событием. А одной из ключевых особенностей игры станет огромный открытый мир, который позволит исследовать не только знакомые локации из оригинальной игры, но и совершенно новые регионы. Arcade Chronicles делает акцент на свободе исследований и развитии жизненных навыков, таких как фермерство, крафтинг и торговля. Игрокам предстоит осваивать новые территории и заниматься строительством, так как в игре появятся зоны для домов, где можно будет возводить и настраивать свое жилище, создавая целое поселение вместе с другими игроками. Кроме того, Arcade Chronicles предложит обновленную боевую систему с акцентом на динамичность и тактическое взаимодействие. Игроки смогут использовать комбинации умений, стихийные атаки и маневры для защиты и нападения. Совместные рейды, где сражаются команды из 10 и более человек, будут основой игры, предлагая сложные сражения с могущественными боссами, где синергия и правильное использование цепочек умений станут ключом к победе. Есть также письмо от продюсера, которое легко можно обнаружить в Steam. Да, игра уже доступна в Steam, ее можно добавить в желаемое. И вот в этом письме он как раз таки возвращается к теме масштабных фракционных баталий. Давайте приведу дословно. Разумеется, не все письмо, потому что оно слишком водянистое, если вы понимаете, о чем я. Но вот за один момент мой глаз зацепился. Цитирую. «Вместо прямого продолжения мы подготовили новый взгляд на вселенную Arcade, перейдя от крупномасштабных соревновательных сражений к деятельности в небольших группах и интерактивным приключениям. Наша цель — сделать Arcade Chronicles доступной и приятной как для игроков-ветеранов, так и для тех, кто только присоединяется к нашему миру». Каким образом весь этот PvE-дрочь будет способен удовлетворить кор-аудиторию проекта, то есть так называемых игроков-ветеранов, лично мне непонятно. Но вот, в общем-то, страница в Steam игры, желаемое можно добавить, ну, в общем-то, так и надо сделать. В любом же случае будем смотреть. Вот письмо, собственно, от продюсера, и что же, ну, вот то, о чем я сообщал, вот здесь вот написано. Неистовое сражение, это то тоже, о чем я говорил. Откройте богатейший спектр навыков: охоту, собирательство, обустройство жилища, фермерство и создание предметов. То есть они к обычному PvE вот этому дрочу, который можно встретить, ну, наверное, в любой MMORPG в подавляющем большинстве случаев, добавили еще и элементы сурвайвала, насколько я понимаю. Ну, вот такое себе. Начните приключения, вы готовы отправиться в путь, начните свой путь в Arcade Chronicles, поразитесь тому, как эволюционировал жанр MMORPG. Ну, и то, что вы добавили сюда элементы выживания и оставили одно PvE, это не эволюция. В общем-то, это все уже и так есть на рыночке. И вообще, может быть, тогда мы назовем это не ARPG, не MMORPG, а MMO Survival. Отдельного упоминания заслуживают, разумеется, системные требования Arcade Chronicles, которые вы прямо сейчас можете видеть на своих экранах. Что я могу сказать? Похоже, времена, когда наши азиатские братья старались сделать MMORPG с прицелом на то, чтобы их можно было запустить на любом калькуляторе, канули в лету. Вероятнее всего, в этом плане еще все поменяется, но прямо сейчас выглядит очень жирно. Наверное, может сложиться такое впечатление, что я какой-то хейтер новой Арчаги. Но нет, по сути, я последователен, в общем-то, в своих высказываниях, потому что я и от вот второй Арчаги, которую сейчас переименовали в Arcade Chronicles, не был в восторге, потому что уже тогда было понятно, что они смотрят в сторону консолей гораздо сильнее, чем они смотрят в сторону ПК, где находится кор-аудитория проекта. Я же ведь совсем не против, я только за. Я хочу видеть качественную MMORPG, но я хочу видеть эту качественную
качественную MMORPG вот именно продолжением той самой истории, как, собственно, это и было обещано. Сейчас уже переобувка какая-то пошла, это не прямое продолжение истории, это вот под таким углом, это под всяким углом. Ну и опять же, хозяин-барин, как хотят, лишь бы они сделали все до толка. Ну, я имею в виду, вот есть у них, допустим, версия для консолей, пускай она там хорошо себя чувствует, здоровечко и всего такого, и пусть они сделают нормальную версию для ПК. По поводу кроссплея, насколько мне известно, там пока еще какие-то терки у них идут, непонятно. По поводу системы монетизации тоже, вероятнее всего, в ближайшее время появятся какие-то подробности, но мне хотелось бы видеть полноценную версию для ПК и полноценную версию для консоли. Вот под таким соусом я это кушать согласен. Свое мнение пишите в комментариях, ну а мы, как всегда, продолжим держать руку на пульсе, а вас в курсе. Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, наставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мать для Ретропортал Go.ru. Еще услышимся.